Всем привет, с вами Сева Приходько, и сегодня у нас на обзоре первые прямоугольные смарт-часы от Huawei, которые называются Watch Fit. Забавно то, что Huawei позиционирует этот девайс именно все-таки как часы, а не как фитнес-браслет, но в то же время это вытянутая форма, личный тренер и все эти спортивные штуки. Я скажу точно, что после просмотра этого видео вы захотите эти смарт-часы, а почему, смотрите в обзоре. Я считаю, что недаром все же Huawei назвали это устройство фитнес-часами. Для вашего понимания, они умудрились заложить сюда аж 96 разных фитнес-программ. Среди них есть как йога, пилатес, бокс, так и разные боевые искусства, разные виды танцев, есть даже дартс. Но что еще важнее, это первые часы, в которых реализованы анимированные тренировки. Они отображаются на экране при выборе того или иного пункта занятий спортом. Здесь есть на выбор как тренировки, чтобы просто размяться в течение рабочего дня, так и уже такие более направленные на то, чтобы потренировать свой пресс, тренировка для корпуса и спины, для ног. И я, признаться честно, такого еще не встречал, и мне это очень зашло. Я человек, если честно, ленивый, и заниматься спортом в течение дня несложно. Но то, как это реализовано здесь, позволило мне пару раз в день вставать и разминаться, и даже делать более серьезные какие-то упражнения. Плюс здесь можно включить уведомления, когда вы, например, сидите без движения больше часа, например, заработались и не заметили, как пробежало время, включайте тренировочку на 5-10 минут, и ваше тело вам точно будет за это благодарно. Реализация этих тренировок выполнена таким образом, что их не лень сделать, потому что ты умом понимаешь, что это займет всего 5-10 минут, плюс не надо искать упражнения какие-то в интернете, а здесь просто с помощью анимированного тренера даже ребенок разберется, как выполнять эти упражнения. В общем, здесь однозначно Huawei огромный респект, мне зашла и идея, и реализация, и только ради этой функции я смело готов рекомендовать эти часы к покупке. Весь остальной функционал здесь достаточно такой стандартный. Хотя не могу сказать, что его не хватает. Здесь есть будильник, мониторинг пульса и сна. В принципе, не совсем стандартно, несмотря на свою стоимость, эти часы умеют замерять уровень стресса. Эта функция появилась относительно недавно. Благодаря технологии True Relax и специальному алгоритму смарт-часы эффективно отслеживают уровень стресса, и на основе полученных данных они могут предложить вам выполнить дыхательные упражнения. Кстати, дыхательные упражнения можно запустить с главного экрана. Можно выбрать ритм дыхания, его продолжительность, и дальше следовать инструкциям. Это вторая причина, почему я рекомендую их покупке. Потому что можно бесконечно, вечно спорить о пользе спорта, о том, что им может лень заниматься, но чувствовать себя спокойно, уделив на это 1-2 минутки для дыхательных упражнений, я считаю, что это бесценно. Кроме того, часы помогают отслеживать контроль уровня кислорода в крови. Все, что вам нужно сделать, это выбрать функцию SpO2 в меню часов, и измерение будет выполнено немедленно. Естественно, это далеко не весь функционал. Здесь можно, например, настроить уведомления, которые приходят к вам на смартфон, чтобы они дублировались у вас здесь на часах. Информацию о том, как вы спите, практические советы во время тренировок. Например, когда ваш пульс начинает слишком быстро повышаться, вам придет уведомление. Для тех, кто еще занимается спортом, может быть полезна функция, когда часы подсказывают, сколько времени вам необходимо для вашего полного восстановления после выполнения того или иного упражнения. Информация о том, насколько вообще была интенсивная тренировка и меняется ли ваша физическая форма. Что по поводу автономности, то здесь аккумулятор на 180 мАч. То, насколько вам их будет хватать, исключительно зависит от интенсивности использования и включенных функций. У меня эксплуатация, я уверен, получилась просто сверхактивной, так как хотелось все попробовать, протестировать. Плюс постоянно включенный мониторинг сна, отслеживание пульса и уровня стресса. В общем, я ни на чем не экономил, и мне их хватило с головой на 4 дня эксплуатации. В нормальном же режиме их должно хватать примерно на неделю. Что по дизайну, то выглядят они довольно так аккуратно и минималистично. Конкретно у меня на обзоре мятно-зеленая модель, но существует еще розовая сакура и классический черный цвет. Из элементов управления здесь предусмотрена одна клавиша на правом торце, но дисплей тут сенсорный, чувствительность, кстати, у него весьма неплохая, управлять
интерфейсом я умудрялся даже с мокрыми пальцами. Диагональ экрана составляет 1,64 дюйма, а физические размеры 22 на 35 мм. Разрешение 280 на 456 пикселей, и несмотря на то, что это матрица AMOLED, отдельные пиксели разглядеть здесь практически невозможно. Дисплей черный, яркий и контрастный. А заставок, то есть циферблатов, здесь просто бесконечно вечное количество. Есть всякие классические строгие или наоборот там няшные, девчачьи. Выбрать точно есть из чего. Что по удобству? Благодаря небольшим габаритам и скромному весу в 21 грамм можно комфортно носить часы в течение всего дня, и они не мешают ни повседневным каким-то делам, ни спорту, да и спать с ними тоже весьма комфортно. Они тут везде гладенькие, я имею в виду углы закругленные и не будут ни за что цепляться. Так, например, когда там руку под подушку хотите засунуть и вот эти все дела. Ремешок здесь силиконовый и имеет широкий спектр регулирования. Его, к слову, можно легко заменить. Мы просто снимаем пластиковую заглушку-держатель, и ремешок легко вынимается. Лично я бы хотел видеть, возможно, здесь более универсальное решение, но, признаться честно, я каждый раз приобретаю себе часы, думаю, вот возьму какую-то такую классическую версию, чтобы оно под все подходило, а потом еще докуплю там несколько ремешков, чтобы и под одежду там подбирать, и под настроение, ну, знаете, вот это все. И не покупаю ни одного. Потому, конечно, спасибо, что все так удобно, но я, скорее всего, воспользуюсь этим никогда. А если вы любите все вот это стильно подбирать, то простоту замены ремешка, я думаю, что вы оцените по достоинству. Мне кажется, это самые интересные часы, особенно за свою стоимость, которые я держал в руках за последний год. Считаю Huawei Watch Fit очень успешной комбинацией умного браслета и часов. Гаджет, который не боится ни воды, ни пыли, который может работать без подзарядки целую неделю, да еще и в таком весьма, как мне кажется, привлекательном форм-факторе. Потому что у меня на руке обычные фитнес-браслеты, они смотрятся как-то, маленькими, по-женски, а громоздкими часами я постоянно за что-то цепляюсь, и они раздражают. Друзья, с вами был Сева Приходько. Я надеюсь, что обзор вам был полезен или интересен, и я буду безумно рад вашим лайкам и комментариям. Это будет лучшей поддержкой канала. А если вы тут впервые, то обязательно подписывайтесь. Здесь выходит много всяких интересных видео про технику. Ну и как всегда, скоро увидимся.